Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее чтение взято из 13 главы Евангелия от Луки. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботный». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все, противившиеся ему, стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Скорченная женщина страдает целые уже 18 лет. Понятно, что это ее состояние, болезни. Это означает очень много неудобств и, наверное, и физическую боль. Но одновременно есть и нравственный момент. Она скорчена, она никого не видит против себя, видит, может быть, только ноги людей, которые находятся рядом с ней. И она в каком-то положении постоянного унижения. Не только потому, что она горбатая, скажем так, но потому что вот это ее состояние, наверное, также означает, что, как всегда, женщина в античности, она полностью подчиняется мужчинам. Может быть, сначала отцу, потом мужу, потом, может быть, даже и старшему сыну. Но так жили женщины всегда в античности. И в некотором смысле можем сказать, что нет у нее достоинства, что она действительно в постоянном унижении. Она не может выпрямиться, она не может взять в свои руки свою судьбу и что-то делать. Тем не менее, хотя она страдает уже 18 лет, она не обращается к Иисусу, ведь не сама просит об исцелении. Это один из тех случаев, когда Иисус совершает чудо, и никто об этом его не просит. Он сам, по милосердию своему, он видит, что человек страдает, сам подходит и совершает это удивительное чудо. Итак, происходит чудо, и как пишет евангелист Лука в конце сегодняшнего текста, весь народ радуется, видя славных делах Господа. Но кто-то не радуется. Не радуется именно начальник синагоги. Он крайне недоволен. Он обращается ко всем людям и говорит, что вот есть 6 дней рабочих, в течение которых вы можете сюда прийти. Почему же прийти сюда
именно в день субботний. И имеется в виду, почему просить о таком деле, о таком чуде. А вот чудо здесь как-то воспринимается как некая работа. И потому начальник синагоги не радуется. Интересно, что он вообще-то к этой женщине не обращается. Женщина 18 лет ждала, может быть, исцеления. Но он, наверное, 18 лет ее не замечал. И вот и сейчас ее не замечает, даже к ней вообще не обращается. Обращается только к другим людям и выражает свое крайнее недоумение и недовольствие. Он недоволен тем, что именно вот в этот день пришли люди просить о чуде. Мне кажется, этот текст нам показывает, что есть разные способы понять и как бы жить духовный опыт. Что такое наша жизнь в вере, в церкви? Вот для кого-то религиозная жизнь – это скрупулезное соблюдение ритуала, традиций, правил. Вот, как правило, такие люди не замечают никого вокруг себя и не испытывают радость от веры. Их вера – это такой конгломерат правил и очень строгих правил, которые они пытаются соблюдать и которых они хотели бы всех заставлять соблюдать. Это один способ понять и пережить религиозный опыт. А есть совсем другой. Это настоящий опыт веры. Это когда человек понимает, что во главе всего, что в центре религиозного опыта. А в центре это первая заповедь, это любовь к Господу и ко всем окружающим, ко всем людям. Милосердие. Когда человек это понимает, он, конечно, радуется, когда видит чудо, когда сорадуется с теми, кто получили исцеление. Очень грустно, когда церкви становятся не местами, где люди принимают друг друга, где сопереживают, где радуются вместе с теми, кто радуется, а осуждают друг друга, наоборот, относятся вот с осуждением и иногда даже презрением друг к другу. Увы, так бывает. Бывает везде, в том числе это может быть в церкви. Мне кажется, это абсолютно не христианская позиция, и это, в общем-то, трагедия. Тогда означает такой религиозный человек, он действительно скорченный, вот гораздо больше, чем эта женщина, которая получила чудо исцеления от Господа.